Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам один из моих любимых универсальных узоров. Он вяжется очень легко, а смотрится очень-очень эффектно. Вот так выглядит небольшой образец этого узора. Он имеет немножечко объем, одновременно имеет вот как бы элементы ажура, вот такие вот дырочки. Узор достаточно эластичный как в ширину, так и в высоту. Изнаночная его сторона выглядит вот таким образом, то есть ничего здесь лишнего телу не мешает. Использовать этот рисуночек можно как отделку, к примеру, вот горловину, или же низ изделия, низ рукавов. Также и полностью вязать изделие этим узором, с этим узором. Очень красиво смотрится как в летних вещах, маечках, футболочках, так и в достаточно объемных кардиганах, которые можно вязать из толстой пряжи. Итак, приступим. Раппорт этого узора состоит из 5 петель в ширину и 8 рядов в высоту. Для образца я набрала 17 петель обычным способом, то есть у меня 2 кромочные и 3 раппорта по 5 петель. Первый ряд я буду вязать изнаночным. Этот ряд в раппорты не учитывается. Просто мне так нравится, если это оформление низа изделия или горловины, то чтобы начало было с изнаночного ряда. Вы же можете это делать, как вам больше нравится. Кромочная, и полностью ряд я провязываю изнаночными петельками. Так, еще 5 петелек. 4, 3, 2 и кромочная петля. Далее идет первый ряд самого узора. Я снимаю кромочную и каждую петельку я провязываю с накидом. Провязываю я вот таким способом. Раз. И второй накид, и у меня сразу получается петля с накидом. При таком способе все петельки получаются равномерные, и накиды тоже равномерные. И вот таким образом я провязываю все петельки лицевыми с накидами до конца ряда. Раз, два. Как обычная петля плюс дополнительный накид. Сразу их подтягиваю на толщину спицы, чтобы петельки получались у меня равномерные. Четыре, 3, 2 и кромочная. Вот что у нас получается. Это у нас изнаночная сторона. Лицевой ряд. Кромочная. Я переснимаю 5 петель, сбрасывая накид на правую спицу. Раз,
2, 3, 4, 5. Вот 5 петель я сбросила. Теперь их поднимаю левой спицей, с правой не снимаю. Здесь важно не ошибиться в количестве петелек. Вот 5 петелек. И провязываю из 5 5. Лицевая, накид, лицевая, накид и еще одна лицевая. Итого у меня получилось из 5 5 петелек. Вот они. Далее 2 раппорта вяжу таким же образом. 3, 4, 5. Поддеваю левую спицу. Вот эти мои петельки. И вывязываю из 5 5. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И снимаю петельки. Вот что у меня получается. И последний раппорт моего образца. 5 петелек сняла, накиды сбросила и вывязываю лицевая, накид, лицевая, накид и 5 петелька лицевая. И кромочная петля. Вот так выглядит этот узор на данном этапе. Следующий ряд, 3, будут все петельки изнаночные. Кромочную я снимаю и внимательно, чтобы нигде не пропустить никакую петельку, никакой накид, я провязываю 5 петелек изнаночных. 2, 3, 4, 5. Следующий раппорт то же самое. 1, 2, 3, 4, 5. И последний раппорт. 1, 2, 3, 4, 5. И кромочная петля. Вот. Уже начинает вырисовываться узор. Далее идет опять изнаночный ряд. Это 4-й ряд данного узора. На самом деле этот узор можно начинать с любого ряда, вязание его с любого ряда. Единственное, что нельзя начинать его с 1 или 2 ряда, когда формируется именно вот сам узор. Далее с любого ряда начинать, в зависимости от изделия, в зависимости от того, как вы оформляете низ и горловину своего изделия и с какой целью будет применяться этот узор. Вот этот изнаночный ряд и кромочная петля. Этим изнаночным рядом я формирую как бы окантовочку узора, вот сам этот как гребешочек такой. Далее я провязываю 4 ряда лицевой гладью. Первый ряд у меня будет изнаночным. И вот на этом этапе можно начинать с любого ряда формирования узора. По сути говоря, вот сейчас я провязываю первый ряд. Если не считать то, что вот окантовку изделия мы провязали. Так, это у нас изнаночная сторона, значит кромочная, изнаночная.
И вот таким образом можно вязать 4, 6, 2 ряда лицевого, в зависимости от того, как вы видите этот рисунок в своем изделии. Если это просто оформление низа изделия, то мне, допустим, очень нравится, когда идет только 2 ряда лицевых, потом опять рисунок, потом 4 ряда лицевых, потом 6, и вот идет на увеличение, а потом переходит в другой рисунок. Вот, в принципе, это все. Узор очень простой, легко запоминающийся, вяжется очень быстро и подходит для вязания любых изделий и из любой пряжи. Всем легких петелек и до встречи на канале.